Здравствуйте, меня зовут Александр Суцковер. Вы смотрите очередной фильм телевизионного проекта «Судьба человека». За долгую историю человечество открыло массу непреложных законов, придумало множество правил. Если следовать им неуклонно, наверняка себя обезопасишь от трагедий и разочарований. Если постоянно нарушать, в лучшем случае завоюешь славу авантюриста. Но есть особая категория людей, живущих не по правилам, как бы отклоняющихся от утвержденной темы. Нет, они не нарушают канонов, но принимаемые ими решения всегда неожиданны. Их жизнь как музыкальная импровизация, те же ноты, та же мелодия, а в результате музыка совсем другая. Жизнь профессора Шульмана удивительно богата событиями. Его биография – сюжет авантюрно-приключенческого романа. И в то же время она тесно связана с приметами времени и страны. В общем, это уникальная импровизация на заданную тему. Зосик, как называла его мама, рос очень шустрым и любознательным. Рано научился читать. В школу попал уже заядлым книгоманом. Поэтому скучал, пока одноклассники потели над азами. Это было начало 40-х годов. Система советского школьного воспитания представляла собой жуткую смесь старых дореволюционных и новых методов. Жертвой такого педагогического эксперимента и стал Зосик Шульман. Учительница Берта Ефимовна. Я ей не понравился внешне. И читать и писать я мог бегло. Пока детишки выкрикивали и писали закорючки вслед за учительницей или с доски, и я читал какую-нибудь книгу. Мопассана, Майрида, Жюль Верна. Все, что попадало. Была осенняя погода. И я шел в школу, спешил. И на откосе перед школой в луже увидел щеночка маленького, слепого, который переползал из одной лужи в другую, визжал, плакал. У меня такая боль в душе, его задавят, затопчут. И я взял его себе за пазуху. Пришел с ним в школу. Но мальчишки, они же любопытные. Кто-то хотел погладить щенка, кто-то, видимо, его неаккуратно взял. Он завизжал. И Берта Ефимовна, и я, мы бросились к этой партии. И я первый схватил своего щенка, опять засунул. Она ухватила меня за уши и стала их выворачивать. Отдай, подлец, отдай, дурак. Я не мог отдать щенка. Не мог его предать. Я был нервным ребенком, естественно, впечатлительным. И я вскочил, ударил ее. Потом она упала, она худенькая упала в проход. Я стал ее бить, кусать ногами. Я уже себя не помню. И повторял, я ее убью, зарежу, вот такие безумные слова. И меня упекли в школу для трудновоспитуемых, школа-колония. В Гомеле такие школы назывались фрунзенскими. Они существовали примерно до 1936 года. Исправительная система, изобретенная советским новатором-педагогом Макаренко, стала первым университетом и настоящей школой выживания.
Капустин. Я. Нестеренков. Я. Родионов. Я. Шульман. Я. Кузьмин. Я. Начинаем завтракать. Я бы в этой школе погиб. Это школа уголовников, проституток малолетних, будущих воров, убийц. Там романтизировали это. Но меня два обстоятельства спасли. Первое, моя богатая фантазия и обнаружившаяся способность к импровизации. И второе, замечательная учительница, высокая, Серафима Трифоновна. Она меня опекала. Они над ней тоже издевались. Мальчики и две девочки натянули стальную проволоку возле двери. И эта высокая, тощая учительница грохнулась на пол. И они над ней скакали, орали. Они ее звали Сифилиса Триперовна. Обнаружив в обитателях школы и колонии необычайную тягу к романтике и приключениям, Иисусик начал рассказывать им сказки собственного сочинения. Он вдохновенно нанес окрошку из братьев Гримм, Эдгара По, Конан Дойля, лишь бы позанятней и позаковыристей. А? Это папин. Он у меня итальянец. Итальянец. Макаренко написал где-то в 28 году большую книгу «Педагогическая поэма» называется. Он выдвинул, по сути, антипедагогическую идею стержневую, что плохих, испорченных детей и юношей надо смешивать с хорошими. Что немножко хороших исправит много плохих. Когда, наоборот, достаточно одного плохого в хорошем коллективе, чтобы испортить его. Педагогическая поэма угробила многих хороших детей. Бредовой теорией Макаренко восхитился Максим Горький, рассказал о ней Сталину, а тот дал команду не только печатать книгу, но и создать сеть исправительных детских колоний. Так детские гулаги распространились по всей стране. И из этой школы ни один человек, которого я знал, не выжил хорошим. Все они кончили в тюрьмах. Темную гаду! Темную! Мне надо было выжить, и не просто в этой среде выжить, достойно выжить. Я понял, что знание – это средство для того, чтобы утвердить себя в жизни. И это у меня потом реализовалось все. Наступил июнь 41-го. Зиновий сдал экзамены за 9 класс. В честь окончания одноклассники устроили вечеринку. Первую в его жизни с вином и танцами. А через неделю Гомель уже бомбили. Когда я ходил, смотрел разрушенные дома, я наткнулся на обгорелую детскую ручку. Вот это был первый шок, потому что я о войне имел представление романтическое. Любимый брат Миша уже был на фронте, где-то в Прибалтике. Ушел в ополчение отец. Зиновий, как старший мужчина в семье, должен был вывозить маму с младшими в эвакуацию. Товарняк с беженцами продвигался вглубь страны. Пропуская военные эшелоны, подолгу стояли на каждой станции. Продукты закончились быстро. Нужно было как-то добывать средства пропитания. Очень голодные были. Я маме сказал, что мы с Леней пойдем и что-нибудь купим. 5 рублей у нас было. Но на самом деле получилось, что мы опоздали. Эшелон ушел. И я опять не растерялся. А тут пришел пассажирский поезд. И одна женщина
бегала и умоляла немного вещей. У меня билет, дайте мне пройти, но они там осаждали. Короче, мы ее закинули через окно и вещи с Леней. И она дала Лене пачку денег. Мы закупили продукты, а дальше догоняли и в конце концов с разными приключениями в Орле уже, который прямо под бомбежкой догнали этот эшелон. Оттуда беженцев отправляли по деревням, вглубь Орловской области. В деревне в первый военный год Зиновий перепробовал много работ. Сено косил, за жаткой подбирал, ометы ставил. Легких не нашел. Даже для такого крепкого молодого парня все они были тяжелыми. К крестьянскому труду нужна привычка. Я старался делать любую работу. Я хотел показать, что мы не хуже, чем сельчане. Но это было новое испытание. Я считал себя крепким молодой человек. Но с утра до вечера махать цепом, скажем, над зерном, это я уже к обеду уставал. А они машут, эти бабы и пацаны, до вечера с перерывами. Однажды Захара, так в селе называли Зиновия, вызвал бригадир. Набирали курсы трактористок. Ребят в деревне практически не осталось. Позабирали кого на фронт, кого на оборонку. На курсы брали только девчат. Что делать? Я согласился. Но эти курсы трактористов были для меня новым испытанием. Я в школе математику, физику не любил. Но я стремился помочь маме, сестре, брату, которого в Бугуруслане оставили. И я занимался неистово. А девчатам в этом возрасте играть и сбрыкивать хочется. Песни попеть, потанцевать. Но они, правда, к труду очень привычные. Многие были головастые. Но присутствие одного мужчины вот в этом малиннике, конечно, волновало их воображение. Я так мягко скажу. И они не давали мне покоя. То ночью стаскивали с печи меня отдельно, стаскивали трусы, то они меня водой окатывали. В первый же свободный вечер новоиспеченная трактористка пошел на местное гуляние. Сначала танцы в душно-одеколонно-потном зале, а к 11 ночи в разных концах села затренькали балалайки, послышались частушки. Частушки по большей части малоцензурные. Моя милая в лесу, я ей ужин отнесу. Я на ужин ей несу 2 яйца и колбасу. Меня, милый, первый раз на крыльце на лесенке. А я встала, отряхнулась и запела песенку. В этих сельских девчонках поражала какая-то искренность. Неважно, они матерятся, они искренне матерятся. Они весь день с раннего утра до поздней ночи работают. Потом они танцуют до утра, а утром опять идут работать. Мы-то на это не способны. Двухмесячные курсы трактористок Зиновий решил закончить за 2 недели. У литературно одаренного юноши открылся еще один талант – к технике. Вскоре без труда самостоятельно устранял все неполадки своей машины. А после первой уборочной сумел из тракториста переквалифицироваться в авиамеханике. Я быстро прошел эти иерархии, которые обычно в училищах технических. От моториста, который подает стремянку, маслом заправляется, до помощника техника, потом техником. Это уже выпускал самолеты за мной делал. И я был очень благополучным. Командир эскадрильи, это Петров, замечательный человек, очень дорожил мной. И когда приезжали комиссии из Центрального округа Южноуральского, меня всегда выставляли, чтобы отвечать на вопросы.
Но в один прекрасный день отец приехал на лошади в Белебей и привез вот эту похоронку. Мой брат, старше меня примерно на года 8 месяцев. Но это был уникально талантливый человек, без всякого преувеличения. По характеру своему, по уму, по душе я его очень любил. Это был авторитет для всей семьи. И в 40-м году его взяли в армию. Тут у меня сохранились письма 40-го года. Здравствуйте, дорогие. Вот уже 1,5 месяца я еще нахожусь в совершенно новой для меня стране, это Латвии. И я постарался проникнуть в глубину происходящего вокруг меня событий. С иной точки зрения. Латвия тоже страна. Целую вас крепко. С приветом, Миша. Это уже война начала. Я брата любил просто самозабвенно. Никого в жизни так не любил. Когда получил похоронку, я не знал, что мама уже рехнулась от нее. Она же была в 8 километрах от меня. И я спокойно воспринял это. До меня не доходило, что брата нет. Этого быть не может. В то время очень много было ошибок. Похоронку присылает человек в госпитале. И наоборот. Но потом, через некоторое время, я осознал, что нет, его нет. Похоронка. Вот такой маленький листок в те годы переворачивал судьбу людей. Осознав, что любимого брата уже не вернешь, Зиновий твердо решил попасть на фронт. Любыми путями. А вот эта фотография сделана профессиональным фотографом. Прямо перед отправкой в лагерь военной подготовки. На перроне станции. Фотограф искусно заретушировал фон, чтобы не виден был грузовой вагон для новобранцев. Посмотрите на лицо матери. Старший сын убит, она провожает на фронт среднего. Так в мае 42-го началась военная глава жизни Зиновия Шульмана. Пополнение в Алкинских лагерях готовили по ускоренной программе. Боевая подготовка предельно проста. Обучали стрельбе на допотопной винтовке из пулемета «Максим», гранатометанию, марш-броскам на 20 и 50 километров. Через 14 дней солдат готов. Маршевая рота, эшелон, окопы. Летом 42-го года вышел жесточайший приказ Сталина «Ни шагу назад». По нему дезертиров стали расстреливать перед строем, а их семьи репрессировать с конфискацией имущества. Первый расстрел был, по-видимому, в июле. Нас выводили, а при этом объявляют заранее. Никто не должен уклоняться от показательной казни. Нас строят около вырытых ям, останавливаются машины, выносят стол, накрывают красным кумачом. Из грузовой машины в кальсонах и нательных рубахах спускают тех, кого надо расстреливать. Одно только мы знаем, что это дезертиры. Эти детишки 18-19 лет стоят на краю ямы, голые, но стоят спокойно, не шелохнувшись, слушают внимательно. Вот это для меня была загадкой тогда. Я не понимал, как можно так стоять.
А потом судья говорит, приговаривается к смертной казни через расстрел. Подходит КГБшник, берет за локоть, подводит ближе к яме. Этот безропотно идет. Приставляет к правому уху пистолет и стреляет, а потом толкает вниз. Протирает, потому что кровь брызнет, протирает пистолет, кладет и отходит. Когда казнь закончена, мы обязаны забросать. А машины поехали, там другая часть стоит. По инструкции надо было, чтобы каждый уезжающий на фронт, в маршевую роту, увидел хотя бы одну казнь. Но мне довелось увидеть их десятки. Из лагеря подготовки Зиновий попал в минометную батарею пехотного полка. Особенно отчаянно немцы защищали Глеевиц. За ним открывалась Германия. Бои за Глевицы были страшно тяжелые. Пополнение у нас было не советское. Это Западная Украина. Они, как правило, все были верующие люди. Советского воспитания не получили. Погибать за чуждые атеистические государства они не хотели. Подавали сигнал к атаке, а из окопов они не идут. На остальных участках фронт продвинулся вперед, к Берлину, а на нашем застрял. Там были из Куйбышева, Самары, молодые офицеры, практиканты. Но им не разрешается принимать участие в боевых действиях. Пошел, поговорил с майором, пообещали им награды. Дали в окопах выпить. Расставили через два вот этих наших. И по сигналу ракеты выскочили. И мы поднялись, ворвались на этот завод. Потери были маленькие. Но после этого меня представили к славе. Уже за Одером, во время артподготовки накануне наступления, парторг объявил о прибытии на передовую дивизионной парткомиссии. Желающие могли вступить в партию. Желающих было 5. Я был в окопах. По рации сообщили, что желающие вступить в партию должны пройти землянку. Приехала парткомиссия. Почему я вступил в партию? Потому что я был большим патриотом Советского Союза, ненавидел немцев. Но когда дошла моя очередь, председатель парткомиссии, полковник, мордатый такой высокий, задал один единственный вопрос. Вы еврей? Я говорю, да. Кто за? Все за. Но так дружно все подняли, как будто они все любят евреев, обожают. А потом мне инструктор политуправления, он говорит, Зиновий, ты не обижайся. Дело в том, что у тебя фамилия не то еврейская, не то немецкая. Шульман. А по инструкции немцев нельзя принимать на фронте. Те же, кто получили комсомольские и партийные билеты, должны с ними идти в атаку. А если немцы, ты попадешь в плен или будешь ранен, он подойдет, возьмет, вынет свежий партбилет. Конечно, он тебя как коммуниста, а меня 2 раза еще и как еврея. Из этого боя живыми вышли только 3 из 5, изображенной на фотографии. А вот этот снимок был сделан 9 мая 1945 года. День Победы старшина Шульман встретил в Германии. 23 февраля 1947 года старшине Шульману исполнялось 23 года. День рождения совпал с приказом о демобилизации. Предстояло начинать новую, мирную жизнь. Но чтобы импровизировать в мирной жизни, предстояло овладеть новым инструментом – знаниями. Так как 9 классов школы и 2-недельных курсов трактористок было явно маловато. Но Зиновий об этом пока не задумывался. Решение пришло, как всегда, неожиданно. Но об этом мы расскажем во 2-й части нашей истории.
Вы смотрели очередной фильм телевизионного проекта «Судьба человека». С вами был Александр Суцковер. Берегите себя и своих близких. Здравствуйте, меня зовут Александр Суцковер. Вы смотрите очередной фильм телевизионного проекта «Судьба человека». Сегодня мы продолжаем рассказ об удивительной жизни профессора Зиновия Шульмана. Есть категория людей, живущих не по правилам, как бы отклоняющихся от утвержденной темы. Они не нарушают канонов, но принимаемые ими решения всегда неожиданны. Это как бы музыкальная импровизация в жизни. Те же ноты, та же мелодия, а музыка совсем другая. Десятилетним мальчиком за протест против издевательств школьной учительницы Зиновий Шульман был отправлен в колонию. Шульман. Кузьмин. Я! Начинаем завтракать. После окончания 9 класса в эвакуации закончил курсы трактористов. Работал авиамехаником на аэродроме. Узнав о гибели брата, ушел добровольцем на фронт. Был награжден солдатским орденом славы. 23 февраля 1947 года старшине Шульману исполнилось 23 года. День рождения совпал с приказом о демобилизации. Предстояло начинать новую, мирную жизнь. Для уцелевших на войне мужчин открывалась тогда масса возможностей. Но наш герой снова исполнил свою партию в импровизационной манере. Я стал раздумывать, что мне делать. Я любил литературу, историю, мечтал стать писателем, журналистом. Но война, фронт заставили меня серьезно подумать о будущем. И я решил повернуть на 180 градусов. Я решился выбрать самую трудную специальность – физику. А тут объявили о подкурсах при пединституте, подготовительные курсы для людей, которые хотят получить аттестат зрелости и до войны, и во время не имевшие полного. Но они уже 2 месяца занимались в пединституте. 480 с лишним человек. А у меня в это время занозила нога, она была большая. Но моя героическая мама наняла возчика, и меня на обычной телеге, на дровнях возили туда. Я приехал, еще в мундире был. Приехал в пединститут. Они говорят, во-первых, у вас довоенные 9 классов, у вас в голове уже от 9 ничего не осталось. Во-вторых, мы же уже 2 месяца занимаемся. Я говорю, знаете, зачисляйте меня, пожалуйста. Зачислили. Мама наняла мне репетитора очень хорошего. Я сказал, нет, они нищие родители. Я сам все сделаю. А репетитор, который она привела, в очках такой,
Он мне говорит, вы, наверное, спятили, вы не поднимете такую гору. За 1,5 месяца все за 10 классов. Но я построил себе будку из этих останков нашего дома. Категорически запретил меня отвлекать. Когда темнело, одевался, с братом шел в парк потанцевать или в кино. Гомель был разрушен почти полностью. Когда я приходил в кинотеатр, там строй девушек, парней не было. Ну вот, там музыка играла. Возвращался и спал там же, в шалаше моем. Оглянуться не успел, как в августе начались экзамены. Я сдал все на 5, и мне золотая медаль должна быть. Ректор педагогического института, теперь университета в Гомеле, позвал меня и сказал, что мы вам, кроме стипендии, будем приплачивать, и сказал, оставайтесь в Гомеле. Я сказал нет. Я поеду в Ленинград учиться там, где учился мой брат. В стране набирала силу кампания против безродных космополитов. Евреев увольняли из органов, отчисляли из институтов. И прежде всего с факультетов, имеющих отношение к оборонной промышленности. Но в списках желающих попасть на престижный физмех Шульман оказался единственный с набором таких заслуг. Фронтовик, член партии, кавалер Ордена Славы, золотой медалист. Это событие определило всю научную судьбу. Физмех считался в то время одной из лучших научно-педагогических школ. Почти вся советская элита физиков вышла оттуда. Академики Капица, Курчатов, Александров, Зельдович, Харитон. Из 50 человек, начинавших учебу вместе с Шульманом, только 11 пришли к выпуску. Спустя 15 лет 7, включая Зиновия Пинхусовича, стали докторами наук. Здравствуйте. В кадр попал, кино будет. Да? Вот. Профессор часто навещает свою лабораторию. Это профессор Коробко, моя ученица. Он в курсе не только тем научных разработок сотрудников. Не расслаивается. Это новая суспензия, электрореологическая. Палочка. Шульман – научный руководитель старой, питерской школы. Учитель. И в науке, и в жизни. Это сотрудники сделали мне подарок. Вот это мой закон. Эта собака моя. Я ее назвал Эйнштейн. Если увидели портрет Эйнштейна, он такой же грустный и задумчивый. Ой, Женя, откуда у вас московская книга моя? Что? Эта книга, она посвящена памяти моего брата Миши. Это у нас первый случай, кроме Лыкова, чтобы книги издавались в Москве. Сергей Губарев. Он будет примерно через месяц с лишним защищать кандидатскую диссертацию. Зиновий Петрович, так Сережа, как я понимаю, уже по счету... Это 102-й мой. Кандидат. Да, потому что докторов там еще тоже 2 десятка. Скажу Зиновию Пинхусовичу, что это уникальный человек в том смысле, что он, во-первых, как ученый не утратил энтузиазма до сих пор. У него рождаются идеи, у него много учеников. Его все ученики любят и уважают именно как ученого. Это раз. А во-вторых, он очень четко чувствует людей, понимает их. И главное, что он их очень любит. То направление, которое было создано когда-то Зиновием Пинхусовичем, оно получило признание не только в Беларуси, в СНГ, но и во всем мире. Что отличает Зиновия Пинхусовича как учителя? Он видит в ростках мысли ученика рациональное зерно. Он импровизирует, но его импровизация, она глубоко продумана. Конечно, элемент импровизации, он свойственен каждому ученому, настоящему ученому. Но вот, как уже говорили, эта импровизация не на голом месте. Она может быть связана с очень развитым воображением, но и жизненный опыт, и знания всегда лежат в основе этой импровизации. Я сюда попала в 1974 году к Зиновию Пинхусовичу в группу «Реомед», которая была создана для изучения реологии крови. И у Зиновия Пинхусовича я нашла идеальные условия для работы, когда мне, как говорится, руководитель помогал и совершенно не мешал. Я понимаю, что я непростой характер и светлая голова, это требует внимания. Она, когда ей тяжело, она приходит ко мне домой.
Я ее успокаиваю. Неисправимый оптимист, профессор Шульман всегда производил на окружающих впечатление успешного, благополучного человека. И только близкие друзья знали, что он 11 лет терпеливо выхаживает тяжелобольную жену, и что на нем лежат не только заботы о научной лаборатории с коллективом 60 человек, но и все домашние проблемы. Стирка, готовка, воспитание 3 детей. У меня была готова в 1964 году докторская диссертация, но больная жена просила отложить защиту, и я отложил. И вот у меня начались какие-то странные явления, похожие на постконтузионные. На ровном месте, без всяких предчувствий, вдруг начинала такая картина, которую я вижу, люди, допустим, стенка, стоит на месте, и она же движется на этом фоне. И я не могу удержать равновесие, а потом падаю. Рвота, и через некоторое время я прихожу в себя. Ну, делали мне обследование. В результате вынесли такой диагноз, что у меня опухоль мозга в области пирамидок. Это самая глубина. Не на поверхности, не близко, нужно долбить все. Ну, поскольку я человек волевой и дисциплинированный, этот академик мне говорит: Зиновий Петрович, вы согласны на операцию? Я говорю: раз вы поставили такой диагноз, конечно, согласен. Сделайте то, что нужно. Мне в субботу должны были делать пункцию спинномозговой жидкости. Неожиданно пациента клиники тайком вызвали во двор. На укрытой в кустах скамейке сидела взволнованная пара. Друзья профессора, молодые врачи. Это как раз были супруги, очень потом знаменитые, известные. Можно назвать Гиткина Элеонора Семеновна, профессор, и профессор Склют. Они были очень напряжены. Сели на скамейку, и она говорит, Элеонора: Зиновий Петрович, дайте нам слово, что вы содержание нашего разговора и решение, которое вы примете, вы не скажете о нас ни слова. Я говорю: я вам даю слово. Они говорят: у вас опухоли нет. Мы изучили тщательно вашу историю болезни. У вас нет опухоли. Я просто обалдел. Это же вопрос жизни и смерти. Если бы это было где-то не в пирамидках, а где-то в другом месте мозга, это еще была бы надежда. А в пирамидках это надо искромсать по дороге. Я обдумал и решил: все. Если умру, то в своей постели, пусть идет, как идет. Но не дебилом, парализованным или еще чем-то. Этот академик мне говорит: Зиновий Петрович, кто вам поставил такой диагноз, что вы отказываете? Я говорю: я сам себе поставил. Он говорит: ну вы последствия знаете? Я говорю: нет, я не помню, не знаю, что я сказал. Не знаю последствий. Я позвоню сейчас вашей жене, у вас смертельно больная жена, у вас такое тяжелое положение, и вы делаете такое безумство. У меня о вас было представление, что вы волевой, сильный человек, а вы жалкая, мокрая курица. Выпишите его. Меня выписали. Было это 40 лет тому назад. За эти 40, почти полвека я перенес очень много. И, как видите, пирамидки целые. Шесть лет назад здоровье профессора дало серьезный сбой. Инсульт. Доктора качали головами и выписывали горы лекарств. Учитывая контузию, полученную на фронте, перспективы были очевидны. Неподвижность и безмолвие.
Все от спинного мозга идет нервы, сердце, почки, печень, все работает в автоматическом режиме. Позвонки должны, и утром нужно тренировать, чтобы они друг по другу. А это делается очень просто, без гантелей. Вот и делайте так. После реанимации и 3 месяцев больниц доктора прочили долгое медикаментозное лечение. Снизу. И снова импровизация. Нет, доверху. Короче, таблетки и уколы без лишних раздумий были отправлены в мусорный бак, и пошла в ход уникальная разработка. Систему оздоровления организма Шульман придумал еще в 1987 году и даже получил за нее медаль Олимпийского комитета. Это я ускоренно. После смерти жены 46-летний ученый с мировым именем казался женщинам завидным женихом. А он был разбит, измучен, чувствовал себя больным и усталым. Хотелось, чтобы рядом был близкий человек, но жениться не спешил. Только через 2 года было принято решение, которое стало главным в его жизни. Неудивительно, что на размышления ему понадобилось 3 часа. Ведь импровизатору не требуется времени для того, чтобы спланировать и обдумать свою лучшую партию. Впрочем, она была бы невозможна без второго исполнителя. Мой папа был директор 12-й школы в Минске. И был пионерский лагерь учителя. Он меня отправил. И в этот момент, когда он меня отправил в пионерский лагерь под Бобруйском, место называлось Крапивка, началась война. И мы все там застряли. Вся администрация лагеря разбежалась. И осталось 3 ребят пионер-вожатых. Значит, одному было 15,5, второму 16 и 16,5 лет. И они вывели весь лагерь. И вот я была в детском доме в Сталинграде, в Урюпинске, в Астрахани, в Гурьеве и потом в Перми. Ну, это бывший Молотов. И в 1944 году, когда освободили Минск, я приехала в Минск 16 июля. Значит, я начала разыскивать отца. Я нашла соседей. Они сказали, что немцы, когда пришли с 26 на 27 в 6 утра, папу моего забрали прямо с постели. Вот. Маму я потеряла, когда мне было 5 лет. В 1936 году она умерла. И папа в 1940 году женился. И вот мою вторую мать с маленьким братиком, ему было где-то несколько месяцев, они погибли в гетто. У меня был еще брат, старший. Вот когда я ехала из Перми на Москву, я на улице Горького встретила парня одного, минчанина. И он у меня спросил: «Ты дочка Ротштейна?» Я говорю: «Да. Я с твоим братом был в первом бою. Меня контузило, а его убило». И вот так я потеряла всю семью. 35 лет назад меня она контузила. Своими глазами, улыбкой, потому что женское очарование – это тоже бомба. А меня все отговаривали, говорят: «Ты, говорит, безумный человек. Ты идешь на 3 таких детей, и свой еще 4-й. И ты молодая, обеспеченная, и зачем тебе это надо?» А познакомились интересно. Ко мне пришел, как впоследствии потом оказалось, Зиновий Пинкусович брат. И попросил меня, чтобы я ему сделала республиканский стандарт на какое-то изделие. Я ему сказала, что, пожалуйста, я вам помогу. Придите завтра. Вечером, в 9:30. Звонок в дверь. Я открываю и вижу вот этого товарища, который пришел. И за ним стоит старик, небритый, вот с таким портфелем и закрытым правым глазом. Оказывается, когда он пришел и встретил меня на лестнице, я ему понравилась. И он решил познакомить своего брата. Причем это было 31 марта, а 5 апреля он должен был жениться на гомельчанке. Ему уже надоело, что мама все время говорила: «Женись, женись». Он сказал: «Все, я женюсь». Он мне говорит: «Вы можете оставить мне ваш номер телефона?» Я говорю: «Пожалуйста». Он дает мне записную книжку, а записная книжка растрепанная, вся исписана, вся исчеркана. Я открыла, а я Рабинович. Я открыла на букву «Р» и говорю: «А здесь для меня места нет». Он говорит: «Для вас место всегда найдется». Вот и все. А Леня говорит: «Потрясли его мои коленки». Я была не в халате, а была в костюмчике каком-то там, я не помню уже,
Я дома халаты вообще не носила никогда. Ну, естественно, было чисто и аккуратно, и все. И я была лучше качеством. Мне было 39. Нет, ты сейчас еще лучше качество. Прибавляется хорошие. Леня спрашивает у Зиновия, что тебе Ирина понравилась? Он говорит, или она, или никто. Я сказала, вы знаете, вы безумный человек. Вы даже не знаете, кто я. А может, я какая-нибудь проститутка? Или может, я какая-нибудь вообще неизвестна? Кто? Как это так? А он мне говорит, да, я ему говорю, вы знаете, у меня хороший есть вариант. У меня в Москве есть сестра моего мужа, врач, вдова, и вы улучшенная Быстрицкая, очень красивая женщина, вы ей подходите. А он мне грубо отвечает, я сам выбираю. И на 7-й день он привел Лену с громадным букетом цветов, сделал реверанс и говорит, а как мне вас называть? Я говорю, как заслужу, так и назовешь. А меня звать Ирина Лазаревна. И на 3-й день она меня назвала мамой. Она интересные стихи написала. И написала такие стихи. На как свадьбу. Прометей явился к маме еще и с кучей детей. Зажег он в сердце мамы пламя, а сам горит еще сильней. Так пусть горит же это пламя, не угасая никогда. И будьте счастливы всегда. Ваша Лена. Вот, а потом она нам посвящала много стихов. А с Беллой у нас сложились сразу прекрасные отношения. Миша меня сначала не очень принял. Ну, он был самый старший, ему было 18 лет, когда умерла мать. И, естественно, как и все, тяжело переживали вот этот период. Но всему есть время. Но что я хочу вам сказать, что нам удалось воспитать наших 4 детей в очень большой дружбе друг к другу, взаимопонимании и заботе. И у них никогда не было ни материальных разногласий, ни конфликтов, ничего. Вот это нам удалось. А это Билл? Hello, Билл. Какой он очаровательный человек Билл. Это он приехал помолвку делать с моей дочерью в Минске. Наши дети живут в разных полушариях. Старший сын в Минске с женой. Дочка, наша внучка, в Гамбурге. Следующая идет Белла. Она живет в Соединенных Штатах Америки. Неизвестно пока где. Ну, пока в Чикаго. Вдвоем, как шагаловская пара, летает в воздухе, летает. You think we're like a Chagall's couple flying in Следующая skies. дочка только месяц с лишним назад из Колумбии переехала, Южной Америки. В Израиль. Внук один, Даник. Мы его забираем, мы внуков из Колумбии забираем, у себя здесь держим, они в Минске получают образование. Потом они едут в разные страны смотреть, а выбирают, как правило, Израиль. Младший сын Владик, жена Зина, дочка Юленька живет в Израиле. Так. А мы по-стариковски здесь. Да. Ой. Посмотрите. Только тут 2 страницы. Вот это. Do you recognize? Yeah, that's the... Куда вы идете, если было? Регистрироваться. Мы еще пока незаконные здесь. Мы должны зарегистрироваться. Меня это очень волнует, папа. Он не ожидал, что такой будет красивый город. Он сказал, что таких красивых женщин он нигде не видел. Он говорит, я теперь понимаю, почему мои племянники сюда приехали учиться. Конечно же. Здесь такие девушки красивые. Я бы тоже сюда учиться поехал. Все, вперед! Гвардия. Это свадьба моей внучки. Нашей внучки. Ирочки. Нашей внучки Ирочки. Моей. Муж ее композитор известный здесь, в Минске был. Он в консерватории кончал, Леня. Они сейчас в Гамбурге. Это подруга жизни. И зовут Ирина. Так. Это
ее друг, ее муж. Знаете, как в Ворошилове, в этом селе, девчата говорили, хороша парочка, баран да ярочка. Вот, это высшая похвала. Чудес не бывает, считает профессор Шульман. И мы не можем не согласиться с ним. Действительно, мир существует по непреложным законам, и постичь законы мироздания способны лишь профессионалы, люди, обладающие опытом и знанием. Ведь невозможно импровизировать в музыке, не владея в совершенстве инструментом. И все же импровизация требует таланта. А талант – категория нематериальная. Это чудо, высшее благо, даруемое только избранным. Вы смотрели очередной фильм телевизионного проекта «Судьба человека». С вами был Александр Суцковер. Берегите себя и своих близких. Along the byway, yes, it was my